Привет. Представьте, что каждый раз, когда вы начинаете строить себе новую фармилку, вы постоянно сталкиваетесь с рядом ограничений, на которые, к сожалению, не можете повлиять. Дело, кстати, даже не в масштабах, ведь скорее вы столкнетесь с линией и недостатком времени. Даже если с линией все достаточно просто, то вот не у каждого игрока есть по десятку часов времени, дабы построить какую-то там ферму. К тому же, самое страшное в этом деле это столкнуться с лагами сервера. Ведь если сервер лагает, то и фармилка ваша приносит меньше. Меньше ресурсов, монет и меньше смысла от нее становится. Возможно, кто-то еще скажет, что стоит разделить нагрузку по анархиям. И скорее всего вы будете правы. Но это мне еще предстоит узнать, хоть на само развитие у меня будет всего лишь 7 дней, по протяжению которых я должен буду еще выполнять различные квесты. К тому же, кстати, узнаем, каких размеров мне нужна будет фармилка, дабы нагрузить сервер хотя бы на 1%. Ладно, не буду вас задерживать, лишь попрошу досмотреть этот видеоролик до конца, там узнаете подробности розыгрыша на данный кейс, а также пожелаю вам приятного просмотра. Подключившись к лобби, сразу выбрал девятую анархию, там мне будет проще сражаться с игроками. По дефолту меня встретил пустой инвентарь и отсутствие монет на балансе. Сразу забрал свой стартовый набор и отправился на рандомную телепортацию. Там, кстати, я искал портал, оставленный игроками, и с этим мне, к счастью, повезло. Но сначала забрал с собой немножечко дерева и запрыгнул в портал. Сразу начал добычу кварца, который планировал выставлять на аукцион. И добыв пару жилок которого, в моем инвентаре уже был целый стак данного ресурса. Решил выставить его на аукцион, но оказалось, что у меня недостаточно средств. Поэтому в скупщика закинул ранее добытое дерево и теперь спокойно выставил кварц на аукцион. Так как кварц, мягко говоря, не являлся спросным товаром, я еще решил добыть немножечко светопыли, с которой проблем у меня, конечно же, не возникло. Отправил светопыль на аукцион за 100 тысяч монет, и зайдя через некоторое время, на моем балансе уже было 140 тысяч монет. На аукционе начал подбирать себе предмет для копания автошахты, и найдя который, я потратил на него целых 100 тысяч монет. Кому интересно, на нем были такие зачарования, как удача 3, неразрушимость 2 и эффективность 2. В аду же восстановился Тхом, а сам отправился на автошахту. К счастью, копать мне ничего не пришлось, ведь с этим мне помог игрок, у которого была кирка набор. Подутывая за ним ресурсы, смог накопить целый инвентарь лазурита, сдав который получил 9000 монет. Но это было не столь ценно, как 3 стака железа, с помощью которых в дальнейшем я буду крафтить различные ресурсы, в том числе и поршни для своей фермы. Этим, кстати, и занялся. Первым ресурсом, который мне стоило добывать, стал булыжник. С ним справился довольно быстро. После булыжника мне понадобилось купить топор на аукционе, за который отдал целых 70 тысяч монет. С новым инструментом отправился добывать дерево, а также не забыл про кварц, который нужен мне будет для крафта наблюдателей. Передвигаясь по рандомной телепортации, заприметил для себя верстак. В нем же перекрафтил все нужные мне ресурсы и снова отправился на рандомную телепортацию. Нашел для себя подходящие координаты и начал возводить столб вверх. К тому же, кстати, хотел, чтобы моя база была в воздухе, и ее было сложнее найти. Уже когда столб вверх был готов, мне пришлось его сносить, дабы по нему меня не нашли. С этим заданием я покончил довольно-таки успешно и начал строить свою ферму, но случайно упал и потерял все свои ресурсы. Не растерялся, откинул эндерперл и забрал все свои ресурсы. Кстати, в тот же момент придумал перепродавать эндерперлы на аукцион почти в 3 раза дороже, чем их купил. Это, кстати, прокатило, и у меня их довольно быстро покупали. Пока строил ферму, мне пришлось купить лопату, на которую потратил почти все свои деньги. С ней же я начал копать землю на РТП. И вот уже один маленький кусочек моей будущей фермы был практически достроен. Но все же вспомнил, что мне нужен бамбук. Телепортировавшись по РТП, я его таки не нашел. Психанул и купил его в даншопе. Думаю, это не такой важный товар, что будете меня за него осуждать. Но тут меня ждала уже совсем другая проблема, ведь я забыл переставить сетхом и потерял все свои ресурсы. Пришлось тэпать туда твинка и подбирать все обратно. К счастью, это у меня получилось удачно, и все свои ресурсы я вернул, а под конец дня уже построил такую ферму. Все же это был первый день, но приносила она уже достаточно нормально. Решил немножечко разбавить контент и сходить на ивент Наследие Дракона, но пока мешкал по РТП, яйцо уже забрали. Не расстроился и вспомнил, что на сервере есть бесплатный кейс.
Его открыл и получил Незер-звезду, аж 8 штучек. Их выставил на аукцион за 100 тысяч монет, так как они были довольно ценные. Кстати, кто не знал, они используются для стакания зелий. Сам же в это же время купил инвизку и эндерперл, откинул перку вниз и все-таки пришел на ивент. Там меня несколько раз побили, но об этом чуть позже, ведь сначала я успел подобрать назаритовый меч. Дальше получил тычку от назаритчика и сгорел. Купил еще одну инвизку и снова отправился на ивент, где наблюдал за ПВП назаритчиков. Пыхались они довольно долго, но в конце меня просто убил Эндермен. Отправившись на спаун, я решил закончить этот день именно так. На следующий день забрал свою зарплату игрока и тэпнулся на ферму, которую, к счастью, не зарейдили. На ней решил немножечко пофармить, ведь все свои деньги я слил еще вчера. Но фармить долго не пришлось, ведь решил вспомнить свое прошлое видео и снова стать траппером. К сожалению, трапка моя успехов не оправдала, ведь принесла всего лишь 40 тысяч монет. Но, кстати, думаю, этого хватит, ведь простоял я там довольно-таки недолго. Меня жутко сжирала жадность, и я все-таки решил сам прийти на этот ивент. Но оказалось, он уже был открыт, поэтому решил напасть на Нубика, который в свое же время успел подобрать зачарованные яблоки, с помощью которых захилился и урон по нему вообще не проходил. Чуть позже к нам присоединился Назарищик, который почему-то его не бил, а меня убил аж за милую душу. С этого ивента я ничего не унес, лишь пару раз там умер. Кстати, на этом моменте хотел бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на который вы можете подписаться прямо сейчас. Там в скором времени будут проходить розыгрыши и анонсы новых видеороликов. Так как добывать ресурсы для своей фермы обычной киркой я бы не смог, я решил перекинуться с моего аккаунта себе кирку набор. Не переживайте, я буду добывать только ресурсы для фермы и никак больше не использовать. Соответственно, в этот же момент и побежал добывать булыжник, так как он нужен для крафта поршней и наблюдателей. К сожалению, только на монтаже заметил, что на тот момент половина из моих реков выглядели примерно вот так. Но это мне не помешало добыть нужные мне ресурсы и перекрафтить их в поршни с наблюдателями. Но уже после этого зашел на аккаунт, где у меня был флай, и начал строить фармилку, дабы мне было банально легче. После постройки моя фармилка выглядела примерно вот так. Но это лишь малая ее часть, поэтому я сразу начал достраивать остальные. И уже когда я подводил половину своей фермы к концу, мне лишь оставалось засадить бамбук. Этим и занялся. Засадил всю ферму, моя ферма выглядела примерно вот так. И теперь могу с точностью сказать, что это целая половина от моей фермы. Кстати, на тот момент мой компьютер уже начал высказывать недовольство по поводу этой фермы, ведь наводясь на нее мой FPS падал до 30. Но сдаваться из-за такого пустяка было рано, поэтому я начал достраивать свою ферму. Суммарно на нее я потратил 10 стаков наблюдателей и 10 стаков поршней. У нее было 10 частей, каждую из которых мне предстояло соединить. А сейчас можете видеть, как моя ферма выглядела изначально и как выглядела уже под конец постройки. И теперь вместо 30 FPS меня ждали печальные 17 кадров в секунду. Расстраиваться было рано, ведь мне еще оставалось сделать общий смыв для автоматизации фермы. Именно поэтому у меня в инвентаре случайным образом появилось 20 стаков льда. Лед, кстати, использовал, потому что он быстрее смывает все предметы. И уже через часик я уже достроил смыв. И теперь мог спокойно фармить бамбук. И именно этим и решил заняться. В скупщике поставил автоскупку и начал фармить бамбук. К моему удивлению, он стоил прям очень дорого, ведь никто его практически не продавал. Но к тому же на моем балансе завалялись лишние шекели. Их я решил отдать рандомному бомжу и начал фармить дальше. Но тут же вовремя вспомнил, что на моей ферме не было освещения, и работать ночью она никак не могла. Это я быстренько исправил и начал фармить бамбук. Но фарм мой продлился относительно недолго, а ведь подойдя к компьютеру, заметил, что меня убил какой-то игрок. Мне сразу же стало очень интересно, что же там происходит на моей ферме.
Так как этого игрока не было в сети, решил наведаться и проверить. Но вернувшись на ферму, никаких следов его присутствия там не было. Все же я начал фармить дальше, пока он снова не объявился. Игрок у меня потребовал откуп, и я, испугавшись за свою ферму, решил дать ему 2 силки третьих, которые купил за свой донатный баланс. Но, как позже оказалось, игрок пришел вовсе не ко мне. Ведь по сообщению в чате я понял, что он рейдил какую-то базу, а мою фармилку нашел совершенно случайно. И да, там действительно была база, которая относительно близко находилась к моей фармилке. Дабы ее устранить, я начал помогать этому игроку ее рейдить. На аукционе мне даже пришлось купить динамит, но все же моя фармилка была ценнее, чем эта нищая база, как потом окажется. Купив динамит, долго думать я не стал, сразу расставил и попал в центр. Там же начал подбирать ресы и смотреть, что там по луту. Даже с надеждами на лучшее лут себя не оправдал, ведь в шалкере была какая-то обрыганная алмазка, а в остальных сундуках вовсе ничего не было. Отдал все своему рейдеру, я подумал, что он больше ко мне не придет, и отправился на свою фармилку фармить дальше. Эх, знал бы я, что произойдет на следующий день. Ну ладно, поставил полчаса на фармилке, и я заработал вот такую сумму монет. Этого мне практически хватило на то, чтобы собрать сет, но потом пришлось еще немножечко постоять. А, собственно, вот такой сет у меня получился. Самая нищая сфера, полу за 4 полуалмазка и немножечко расходников. И в этом сете я решил сходить на свой первый ивент, ведь от ПВЕ у меня уже плавились мозги. Там же я встретил игрока, который каким-то образом застрял в воздухе. Попытался его сбить, но это у меня никак не получалось, поэтому отбросил эту идею, я пошел на ивент. Но вот, в отличие от меня, попадать по мне этому игроку вообще ничего не мешало. Он это делал настолько хорошо, что мне его пришлось забанить. Ради этого глиномеса мне еще пришлось потратить 2 чарки, вообще ужас какой-то. После этого начал пахаться с назаритчиком, который играл с телефона, но сет у него был где-то раз в 5 лучше, чем у меня. Не решился тратить на него последнейшие расходы и ливнул от него. Но отделаться от него мне не удалось, ведь на открытии ивента он снова со мной встретился. С ним решили затимиться на время открытия, а залутать мне ничего ценного почти не удалось. Сразу после открытия этот игрок решил накинуться на меня. От него я быстренько ливнул и начал зажимать алмазника, которому снес тотем. Все же добить мне его не удалось, ведь он благоуспешно ливнул. Ну, что ж я там залутал, собственно? А вот на экране видите все, что я залутал. Начал все сразу продавать и, так сказать, ушел в небольшой окуп, но это не окупало 3 моих чарки, которые стоили по 200 тысяч монет. Сразу решил отправиться на ивент под названием «Цветок души». Там же установил сетхом, но пришел на него только под открытие, хоть даже на него немножечко не успел. Все же залутал довольно хорошие ресурсы, включая 2 меча на старту 7, которые стоили по 300 тысяч монет. К счастью, я вовремя заметил, что моя броня уже чувствовала себя очень плохо. Купил на аукционе бронеремонтник и починил им броню. Кстати, он стоил 400 тысяч монет. После этого я сразу отправился на маяк убийцу, который только что заспаунился. Там на меня сразу напал назаритчик. Но понял, что конкретно проигрываю по сету. Решил не тратить на него расходники и ливнуть с этого ивента. Хоть он мне долго не давал этого сделать. Вернулся к ивенту лишь под открытие, где практически залутал талисман. Сразу выявил того, кто мог его залутать, он от меня застроился. Никак к нему попасть я не мог, поэтому решил ливнуть с ивента. Все же с этого ивента я залутал довольно-таки хорошие ресурсы. Ну вот уже в следующем моменте я стою на спавне абсолютно с пустым инвентарем. Вы спросите, как же так получилось? Отвечу довольно быстро. Я отправился на первую анархию, где меня зажали 2 типа со сферами хранителя. У меня залагало, ливнуть не смог и быстренько меня убили. Все же к концу видео решил нафармить себе на донат кейс. И, кстати, фармил настолько долго, что уже 7 февраля произойдет вайп. Всех жду на 7 анархии, кстати. С донат кейса я вывел привилегию воин на 90 дней. Итак, так как видео кончается, я расскажу о условиях конкурса. Вам нужно подписаться на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал, поставить лайк на это видео, досмотреть его до конца, надеюсь, вы с этим уже справились. К тому же, зайдите на Фризмайн и отыграйте 10 часов, можете даже в АФК простоять. После этого напишите комментарий от 3 слов с вашим ником.
После этого у вас будет абсолютно нормальный шанс получить бесплатно донат кейс. Все ссылки и айпишник сервера будут в описании. Всем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо за просмотр. Желаю удачи в конкурсе, всем добра и еще увидимся. Пока.